Леонардо ди Серпьеро да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано, близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции. Он был внебрачным сыном нотариуса по имени Пьеро и крестьянки Катерины. Первые годы жизни Леонардо провел вместе с матерью, но вскоре его отец женился на богатой девушке и забрал ребенка в новую семью. Существует легенда, которая рассказывает о том, что одному знакомому отца Леонардо нужно было расписать круглый деревянный щит, и отец отдал щит своему сыну. Леонардо решил изобразить голову медузы Горгоны, а чтобы изображение чудовища производило на зрителей должное впечатление, он использовал в качестве натуры ящериц, змей, кузнечиков, гусениц, нетопырей и прочих тварей. Результат превзошел все его ожидания. Когда Леонардо показал законченную работу отцу, тот испугался. Сын сказал ему: «Это произведение служит тому, ради чего оно создано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства». Сэр Пьеро не отдал работу Леонардо своему знакомому. Тот получил другой щит, купленный у старьевщика. Щит же медузы отец Леонардо продал во Флоренции, выручив за него немалую сумму. В возрасте 14 лет Леонардо поступил подмастерьем к художнику Андреа дель Вероккио. Его мастерская находилась в интеллектуальном центре тогдашней Италии, городе Флоренции, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки. Он изучал черчение, химию, металлургию, работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого, юный подмастерье занимался рисованием, скульптурой и моделированием. Одной из первых известных работ Леонардо считается картина его учителя «Крещение Христа», в которой Вероккио позволил ему дорисовать одного из ангелов. Работа настолько поразила учителя, что он принял решение больше никогда не возвращаться к живописи, признав себя пораженным собственным учеником. В 1482 году да Винчи переехал из Флоренции в Милан, где пробыл около 17 лет. За это время Леонардо написал картины «Мадонна в гроте» и «Дама с горностаем», создал свой знаменитый рисунок «Витрувианский человек», расписал стену трапезной доминиканского монастыря композицией «Тайная вечеря», а также сделал ряд анатомических набросков и чертежей различных аппаратов. Именно им впервые были придуманы чертежи прототипов таких устройств, как танк, баллиста, водолазный костюм, автомобиль, пулемет, велосипед, прожектор, оружейный колесцовый замок, а также спасательный круг. Леонардо постоянно записывал все то, над чем он работал, вел дневники. И примечателен тот факт, что все свои записи он делал справа налево, в зеркальном отражении. И, возможно, так он хотел зашифровать свои труды. Одним из интересов Леонардо являлись полеты. Пытаясь изобрести способ поднять человека в воздух, он много времени проводил за наблюдениями за птицами и летучими мышами. Результатами этих наблюдений стали чертежи таких летательных аппаратов, как планер, прототип вертолета, а также парашют. Однако, ввиду того, что в те времена моторы еще не были изобретены, ни один из чертежей при жизни ему реализовать так и не удалось. В 1502 году Леонардо да Винчи поступил на службу к Чезаре Борджиа, который к этому времени, стремясь создать собственное владение, захватил почти всю центральную Италию. На должности главного военного инженера Леонардо объезжал Умбрию, Тоскану, Романию, составляя планы крепостей и консультируя местных инженеров по вопросам усовершенствования оборонной системы, а также создавал карты для военных нужд. Но уже в 1503 году он снова вернулся во Флоренцию и принялся за самое известное свое творение – портрет госпожи Лизы дель Джаконда, известный всему миру как Мона Лиза. Этот портрет заказал у да Винчи муж Лизы дель Джаконда. Однако спустя 4 года работы над портретом Леонардо картину так и не отдал заказчику. Да Винчи был настолько влюблен в эту работу, что до конца своей жизни возил ее повсюду с собой. Король Франции Франциск I был великим почитателем Леонардо и в 1516 году пригласил его в качестве первого королевского художника, инженера и архитектора. Живя в небольшом замке Кло-Люсе, недалеко от королевской резиденции замка Амбуаз, Леонардо имел прекрасные условия для своего искусства, работы над записями и проведения научных экспериментов. Однако, спустя всего лишь год после его переезда во Францию, у да Винчи парализовала правую руку, что больше не позволяло ему заниматься живописью. Леонардо скончался 2 мая 1519 года, на 68-м году жизни, в окружении учеников и своих шедевров, в замке Кло-Люсе. Леонардо да Винчи – крупнейшая фигура итальянского высокого возрождения, прекрасный пример универсального человека, обладателя многоликого таланта. Он был не только великим представителем искусства, живописцем, скульптором, музыкантом, писателем, но и ученым, архитектором, техником, инженером и изобретателем. Помимо произведений, являющихся общепризнанными шедеврами, да Винчи оставил после себя более 5000 несвязанных между собой рисунков и листов с записями, которые после смерти мастера были сведены воедино его учениками в несколько трактатов, дающих представление о его мировоззрении. Леонардо да Винчи стал воплощением идеала итальянского ренессанса и последующими поколениями воспринимался как своеобразный символ творческих устремлений, присущих тому времени. Это была история Леонардо да Винчи.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые короткие истории. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, делитесь нашими видео в соцсетях. Будьте с нами!